красота после дождика. Это супер. Дождь на улице прошел, помыл наш парк, и это хорошо. А мы стеллажик собираем из Юска. Последний забрали. Соберем, покажу вам. Вчера что-то у нас мысль такая возникла. Купить на лоджию стеллаж для моих всяких горшочков, цветочков. И там плюс распродажа еще была. Ну, мы, конечно же, воспользовались моментом. Все готово. Все готово. Собрали. Теперь вот тут нижний этаж заполняю своими каструлями. Ну, вот эта каструля не помещается. Да. Шикарно. Шикарно на одной полке, когда одна орхидея стоит, а не наставлена куча всего. Все никак не доцветет этот красавчик, посаженный в мох. Вакантное место. Вакантное место. Лавруша тут расположился. Красота. Друзья мои, всем огромный привет! У нас сегодня прекрасная вот такая солнечная, чудесная погода в Одессе. В Одессе тепло. И перед вами очень интересный дендробиум. Не могу сказать, что привередливый, ну, очень загадочный для меня он стал. Я уже целый год за ним наблюдаю. Вы все его узнали. Это дендробиум хибики. Ровно год назад он появился у меня дома маленьким кустиком. Честно говоря, я не помню. По-моему, он пришел с голой корневой. Я его пересадила вот в такую систему посадки. Горшочек с блюдцем. Обложила его корой мелкой фракции и начала ждать. Первое, что он начал делать, он начал растить новые бульбы. И первым моим непониманием было то, что у него желтели листья на старых бульбах и лысели. И я даже сначала подумала, что это что-то я не так делаю. Но я не паниковала, посмотрела несколько видео. Мои бульбы подрастали, наращивали красивые зеленые листики. И у меня возник вопрос, а когда же ты будешь цвести? И я начала ждать. Я его поливаю по мере просушки, оставляю немножко влаги вот в этом подстегном блюдце. Вот посмотрите, какие интересные бульбочки растут. И однажды, подойдя к нему, я заметила какие-то странные бордовые, такие, знаете, почечки на его бульбах, которые были без листьев. Именно не на новых бульбах с зеленью, а вот на таких стареньких бульбах без листьев. Я вообще ничего не поняла, потому что цветение хибики я видела только на картинках. Показала, ребята, вам, и в комментариях мне начали поступать восторженные отзывы. Аня, хибики ваш собирается цвести. Боже мой, сколько радости было у меня, сколько радости. И я начала присматриваться. И смотрите, можно сказать, что я начала считать эти бутоны. Они очень долго развиваются. Они, как, знаете, как цветок раскрываются. Появляется как будто один бутончик. И создается впечатление, что здесь будет только один цветок. Но потом этот бутон превращается в несколько бутонов. Вот смотрите, вот здесь. Давайте поищем вместе. Вот здесь. Видите?
очень интересно наблюдать. Вот здесь прямо из коры, полюбуйтесь, прям где-то с основания бульбы появляются бутоны. И корни вижу новые, и вот они, новые бутоны. Посмотрите. Вот так будет лучше видно. Вот они, вот эти, кстати, только-только недавно появились. Но я думаю, что это бутоны. Хотя, может быть, это новые росты. Бутон вот сверху. И вот еще один. В общем, это очень-очень-очень интересно наблюдать за этим растением. Всем рекомендую хибики, учитывая то, что по отзывам он цветет по полгода. Вы только представьте себе, 6 месяцев беспрерывного яркого цветения. Я очень-очень этого жду. Пока я только наблюдаю за развитием бутончиков. Ну не прелесть? Ему можно погулять на кондиционере. Ну я, конечно, так не делаю. У нас южная сторона, и солнце может обжечь эти прекрасные молодые листья. Но в дождливую погоду, когда идет теплый летний дождь, я его балую таким поливом. Прекрасный вариант для домашнего растения. Для тех, кто живет в квартире на высоком этаже. Я думаю, у всех есть вот такие площадки. И можно выставить орхидею и пополивать. В общем, друзья мои, я, как и вы, с огромным нетерпением жду первого цветения этой прекрасной орхидеи дендробиум. До встречи в этом же видео. Будем с вами вести наблюдение. Хорошего дня и прекрасного настроения. Целый город мокнет под дождем, этой ночью и холодным днем. И с тобой мы больше не вдвоем. А жаль. Ребята, мы проветриваемся. Дендробиумы на прогулке. Переживаю, чтобы их ветром не сдуло. Что-то дождик их поливал, а они сухие. Ну, я так смотрю, как-то вроде, ну, такой дождь. Или у меня такое место там, что не попадают капли дождя. У меня есть со вчерашнего дня зелье в бутылке. Хочу отстегнуть, посмотреть корни, проросли или нет. Сейчас, девочки, одной рукой. Минуточку. О, проросли. А корневая у хибики очень такая, видите, тоненькая. Так. Я вот не помню, я сняла, по-моему, кокос с него. Он же в кокосе пришел. Или не сняла? Нет, по-моему, я сняла. Сначала посадила его прям вот с тем кокосом, с которым он приехал, а потом сняла. И посмотрите, так, что ты еще и перевернулся. Посмотрите, что я здесь наблюдаю по цветам. Ну, вот так что-то непонятное для меня пока. Честно говоря, я думала, что откроется бутон, и там будет такой цветок. Но вот это вот первый бутон лопнул. Ну, вот такое что-то. Я пока не пойму. И так уже несколько дней. И здесь вот много-много бутончиков. Что здесь еще? Короче. Где еще были бутоны? Они были. Вот они прячутся. Вот они бутоны еще у хибики. Где-то прям торчали из грунта. Так, господи, корни вижу новые. А где же я видела из грунта? Вот это вот что-то из грунта выглядывает, видите? Я не пойму, что это. Но похоже на бутоны. А может это, не знаю, девочки, что? Но корешки симпатичные. В общем, так долго ждать его цветения у меня уже прям нет сил. Так что полюбуемся на такое. Еще не распустившееся.
великолепие. Листики периодически сбрасывает. А здесь что? Надеюсь, не кейк. Растит ли хибики вообще кейки на себе? Наверное, нет. А цветет на вот таких старых бульбах без листьев. Получается так, да? Давайте проверим. Вот, да, старые бульбы. Или это на новом? Да, вон там старая бульба, видите? Маленькая на ней цветет. И вот эта старая бульба без листьев и тоже на ней. Вот так вот. Замучила я вас своим хибики. Не знаю, когда я дождусь его цветения. У меня уже прям терпение все куда-то улетучилось. Обнимашки. Как вы поливаете орхидеи? Да, вот так и поливаем. Прокручиваем и поливаем. Здесь, кстати, знаете, какая добавка? Вот эта, которая против засоления. Я сейчас все орхидеи так поливаю. Для того, чтобы смыть соли. А, вот все. Почти полный вот этот поддон. Подстаканник называю. Я думаю, что ему достаточно. Все. Корешки сейчас подтянут, и все будет нормалек.